Некоторое время назад я для вас снял видео с быстросъемной бусиной застежкой от компании Clarusa. И этот монтаж мне очень понравился. Показал он себя с самой лучшей стороны. И никаких захлестов и запутываний практически нет. За исключением случаев, когда рыба срывается, либо быстро выматываем кормушку. Но в этом случае и другие монтажи подвержены тем же неудобствам. Но все это не доставляет сильного дискомфорта, как достаточно потянуть за поводок, и монтаж снова возвращается в свое рабочее положение. Ну и кто еще не посмотрел монтаж с быстросъемной бусиной застежкой, всем рекомендую, ссылочка будет в описании. Ну и там же будет ссылочка на заказ бусины на AliExpress. Либо покупайте ее в рыболовных магазинах своего города. И сегодня я покажу вам еще один фидерный монтаж. И он очень похож на монтаж с быстросъемной бусиной застежкой. Но вязать мы его сегодня будем без нее. И вы увидите, что этот монтаж также имеет право на существование, и в нем же есть некоторые преимущества. И я всех приветствую на своем канале. Всем приятного просмотра. Следующая рыбалка, которая выйдет на моем канале, состоялась на днях. И ловили мы с Андреем на фидер. Встретились мы с ним рано утром, и я ему сразу сказал, что я буду вязать монтаж по новой системе. На что Андрей мне ответил: у меня для тебя есть подарки. И в торжественной обстановке он вручил мне вертлюг с застежкой и бусиной, а также быстросъемный вертлюг с коннектором. Как видите, у меня их два вида на столе. Они оба по 0,1 грамму, но один из них выдерживает нагрузку 5 кг, другой 7 кг. Андрей подарил 7-килограммовый. Он немного больше, но и немного удобней. И еще Андрей не поскупился и подарил мне вот такую кормушку для течения на 60 грамм. Кормушка интересная, необычной формы, и я с удовольствием использовал ее на рыбалке, которую вы увидите на днях. Соответственно, с этим новым монтажом и с кормушкой. Кому это интересно, подписывайтесь обязательно на канал, ну и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Соответственно, после вручения этих подарков Андрей также мне предложил связать монтаж с помощью этих изделий. Этот фидерный монтаж вы сможете связать как на шнуре, так и на леске, абсолютно без разницы. В данном случае я буду использовать шнур. И все вяжется очень просто и быстро. Естественно, придя на рыбалку, продеваем шнур в кольца, берем в руки вертлюг с застежкой и бусиной и смотрим на нее внимательно. Одна сторона у нас синяя, другая черная. Если перевернуть упаковку, то мы на ней увидим, что на схеме нарисована синяя сторона к поводку, черная к кормушке. Просовываем шнур в вертлюг с бусиной. Просунули. Теперь внимание, если вы ловите на шнур, я советую вам поставить либо небольшую бусину, или силиконовый, либо резиновый стопорок. Мы специально с Андреем связали по-разному. Я одел бусину, он не стал одевать бусину. И у него узелок слегка застревал в этом месте. Это не особо сильно влияло на поклевки, но тем не менее. Поэтому берем бусину и одеваем ее на шнур. Затем мы берем быстросъемный вертлюг-коннектор и также одеваем его на шнур. Ну и, конечно же, привязываем его узлом, который вам больше нравится. Ну а я вяжу, как обычно, самым простым узлом, который мне нравится. Делаю 5-6 оборотов, просовываю в петельку и затягиваю. И если вы вяжете на леску, не забудьте смочить. Отрезаем лишнее. Далее мы одеваем сюда маркерный грузик, промеряем дно и выбираем точку лова. Ну а кто это не делает, сразу же одеваем кормушку, застегиваем застежку, и монтаж у нас практически готов. Осталось прицепить только поводок.
заготовил поводок специально для демонстрации. Легким движением руки одеваем его, надвигаем коннектор. Ну и все, ваш монтаж готов, можно приступать к рыбной ловле. Ну и как в случае с быстросъемной бусиной застежкой, менять поводок здесь одно удовольствие. При этом он остается абсолютно целый. Берем в руки монтаж, сдвигаем силиконовый стопорок, снимаем, поводок у нас в руках. Берем новый поводок, точно так же вставляем его, задвигаем силиконовый колпачок, все, поводок поменен. Как видите, время занимает это всего лишь несколько секунд. Если вы меня спросите, чем же монтаж с быстросъемной бусиной отличается от монтажа с быстросъемным вертлюгом, коннектором, я вам отвечу, да практически ничем, но все-таки различия в них есть. В этом монтаже мы ставим просто быстросъемную бусину застежку, но поводок при этом у нас не крутится. Ну а во втором варианте монтажа с быстросъемным вертлюгом коннектором у нас есть возможность у поводка вращаться. Видите, да? Я пальцем его кручу, и поводок спокойно вращается. Что в какой-то степени может предотвратить закручивание поводка, когда вы ловите на опарышей, на кукурузу, ну или на какую-нибудь другую наживку, которая способна закручивать поводок. Лично, по моему мнению, оба монтажа мне очень понравились. Ну а какой монтаж я буду чаще использовать, вы увидите на дальнейших моих рыбалках. И я постараюсь на каждой из них объяснять, почему я ставлю именно этот монтаж в данной ситуации. И еще один маленький нюанс. Для любителей, чтобы рыба якобы у них сама засекалась от веса кормушки, вы, конечно же, можете ограничить ход кормушки и поставить сюда, ну, либо сюда, в зависимости от монтажа, который вы выберете, силиконовый стопорок, что, соответственно, при поклевке ограничит ход кормушки, и рыба, как вы пишете, засечется сама, так же, как в монтаже патерностер. Но лично я считаю, что это совершенно ни к чему. Рыба и так прекрасно засекается. И на днях выйдет очень интересная рыбалка, где мы с Андреем ловили на эти монтажи. Очень рекомендую посмотреть, рыбалка действительно получилась интересная. В описании к этому видео я оставлю ссылочки, где вы сможете все это приобрести на AliExpress. Кому это видео понравилось, не забудьте поставить лайк, ну и напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете об этом монтаже. С удовольствием почитаю и отвечу на все ваши комментарии. А я с вами прощаюсь, пользуйтесь этими монтажами, так как они действительно на сегодняшний день являются самыми лучшими, самыми чувствительными и самыми простыми. Всем хороших рыбалок и до скорой встречи на моем канале.